Друзья, всем привет! Приглашаю вас провести со мной выходные дни. Каждое утро я начинаю с кормления кошек, конечно же. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Кто-то мне советует завести куриц, гусей и хрюшек, но, как видите, я в этом не нуждаюсь. Васечке дать. Вася. Да, Вася. Да, и тебе покушать. Кушай. Ну а после того, как я умылась, наступает время чая. В этот раз я достала свой любимый Иван-чай, который я сама же собирала прошлым летом. Сама же его ферментировала и сама сушила. Причем ферментировала я его в этот раз на специальной круглой доске. Вот такая вот резная доска. И вы знаете, чай получился просто божественным. Аромат потрясающий, какие-то тонкие ноты карамельного какого-то вкуса, карамельно-цветочного, я даже не могу описать. Причем сушила я его не в духовке, как это делают многие, а естественным способом в сухом помещении. Таким способом я сушу и ферментирую чай впервые. И вы знаете, мне очень-очень понравилось. Я начала его пить с самого лета еще, когда только-только его изготовила. И уже он мне очень-очень нравился настолько сильно, что я не дождалась даже зимы. Но тем не менее насушила я его много, и на зиму тоже мне его, как видите, хватает. Еще я добавила туда сушеного шиповника, который нашла в лесу, когда собирала грибы. А также в чай я добавила сухого липового цвета, который я собрала на очередной своей велопрогулке по деревенским окрестностям. У меня даже есть видео про это. Красивое летнее видео, пройдите, посмотрите, там очень атмосферно. Ну и, конечно же, я добавила сушеной мяты. Вот такая вкуснейшая чайная композиция у меня получилась. Добавляю я все чисто интуитивно, без каких-либо пропорций. Вот такой чаек получился. Он поначалу такой, видите, светлый, но когда заваривается, когда постоит, он становится очень-очень темным. Вы знаете, я тут зашла на маркетплейсы и посмотрела цены на Иван-чай, и они меня немножко удивили. Цены на Иван-чай ферментированный очень-очень высокие. Дорогое удовольствие это оказывается, но я просто счастлива иметь такую возможность самостоятельно его изготавливать и пить по собственному рецепту. Ну а к чаю я напекла имбирного печенья, которое я полюбила смазывать вот таким вот творожным сыром. Это получается очень-очень вкусно. Попробуйте. Ну и пока я завтракаю, конечно же, у меня под ногами крутятся мои любимые кошки. Они пытаются выпросить еще один какой-нибудь лакомый кусочек. Вот тут вот мадам Белка пыталась несанкционированно скушать что-нибудь вкусненькое. Кстати, пока я завтракала, посмотрите, как настоялся чай. Он стал очень-очень темным. Но если его оставить еще на несколько часов, он станет совсем черным. Друзья, всем доброго утра. У нас такая вот погода. +1. Все капает, тает. Вчера был снег сильная метель. Вон там я расчистила. Намело очень много снега. Вот. Повесила сюда еловые веточки. Они у меня уже стали сыпаться в вазе.
Я вот сюда повесила. А вот голубая ель, она еще, кстати, у меня в вазе стоит. Не сыпется пока, все нормально. Это вот, кстати, обычная, она быстро осыпалась. Но на улице она почему-то не сыпется, только в доме. Мне их стало жалко выкидывать, я их здесь оставила. Надо разбирать свою искусственную елку, она уже так жалко выглядит. Видите, как ее поставила? Я взяла ведро, насыпала туда снега и воткнула прям штырем в ведро. Но на улице сейчас оттепель, все тает, видите, вода, снег растаял на дне ведра, и она покосилась, видите, косо стоит. Вот, сикось-накось. Я уже замучилась, у нас то оттепель, то небольшой морозец, и она постоянно оттаивает, постоянно ее туда-сюда. А подставка у нее сломалась, и вот приходится мучиться. Но надо, наверное, все убирать ее, уже скоро февраль, середина января. Вот. Видите, она на солнечных батарейках вот такая вот. Тоже по типу росы. Вот проволочка. И вот она вот так вот набирает, значит, она свет за день, особенно когда солнечный день. И потом вечером горит, автоматически включается. Ну, белечка пришла. Вот хулиганка. Стол я не успела осенью отшлифовать и покрасить. Это дело отложила на весну пока. Буду весной им заниматься. Некогда мне сейчас. Вот. Сегодня буду распутывать эту елку, убирать ее до следующей зимы, до следующего года. Кстати, вот эту гирлянду я хочу повесить на облепиху перед окном. Попробую обмотать ее проволокой тоже. И будет, наверное, красиво смотреться. Чтобы, ну, не просто так. Эта гирлянда уличная, она так атмосферно смотрится. Похожие гирлянды я обмотала столбы, кстати. Вот у крыльца. Вот один, вот второй. Единственное, что они вот здесь вот на столбах, они холодного цвета, когда горят. А на елку я купила желтые. Ну, вон там, видите, вон облепиха стоит. Она как раз перед окном, вот эта вот веточка. Я ее обмотаю сегодня. Но сначала мне надо сходить в магазин. Хочу купить лимон. Еще кое-что из продуктов. Сегодня буду готовить овощную рагу из замороженных овощей, которые я заморозила летом. Кабачки, всякую зеленушечку, там шпинат, горох. В общем, буду готовить сегодня. Но надо еще кое-что прикупить. Как синички прикольно на провода уселись. Ой, смотрите, какие классные. Сидят. Нет, ну вот только посмотрите на этих дамочек. Вот только посмотрите. Белка с Масей забрались на грушу перед окном. И пытаются птиц ловить. Ой, дурехи. Кс-кс-кс. Девчонки. Ой, Маська, глядя на белку, научилась тоже на грушу залезать. Теперь там тоже торчит. Девочки. Ой, я не могу над ними, забавные. Вот здесь вот кормушка. И вот они не дают подлетать. Гулять выходят утром, я их выпускаю. Они как синицы. Вон облепили это дерево. И сидят там, птиц стерегут, дамочки. Девчонки. Белка, Мася. Девчули, девочки. Вот, птичка они ловят. Как будто что-то поймается. Масютка. Масютка довольная, научилась. Вот, и с белкой воюет еще на соседней ветке. Делят территорию на дереве. Маська вообще на тонкие такие ветки залазит. Вот. Им птички интересны. Мася! Белка! Так птички щебечут. Соблазнительно. Ой, а эти щебечут. Смотрите, как их много тут. Такие классные.
Белка, Масюта. Я не знаю, слышно ли на видео птицы, как щебечут громко. Их много, и они прям щебечут. Иду из магазина. Такая погода у нас классная. Идет легкий снежок. Так здорово. Солнышко вот там пробивается. Где-то видно, да. Чуть-чуть. Иду, знаете, и чувствуется такой легкий дымок. Запах легкого дымка. Кто-то топит баню. У нас по выходным обычно бани все топят. Вот. Где-то кричат петухи, где-то лают собаки, кричат утки. Такая атмосфера классная. Вот, смотрите. Мне нравится. В магазине купила себе фисташек. Иду на обратном пути, грызу фисташки. Так. Вот. Очень люблю орешки. Обычно покупаю себе фисташки. Ну, там собачка. Ну так вот, такая классная погодка. Кстати, если у вас есть проблемы с просмотром видео на YouTube, обязательно подписывайтесь на меня ВКонтакте. Я там завела свое сообщество, добавила туда все свои видео, и там также выходят все мои новые видео, а также я там делюсь красивыми фотографиями, очень атмосферными и уютными. Я думаю, вам понравится. Поэтому обязательно пройдите по ссылке под этим видео и подпишитесь на меня ВКонтакте. Ну а пока вы подписываетесь, я вынесла елку с крыльца и сейчас буду разматывать с нее гирлянду росу. Если честно, мне совсем не хочется это делать, потому что это занятие очень муторное, распутывать гирлянду. Ну, что ж поделать, мне очень хочется ее повесить все-таки на облепиху перед моим окном. Кстати, у меня есть идея обмотать гирляндой росой на солнечных батареях несколько деревьев в своем саду. Дело в том, что в моем саду есть старые сухие деревья, которые мне очень жалко спиливать. Например, грушу, которая стоит перед моим окном кухонным, и на ней постоянно сидят синицы. Это, можно сказать, их домик, да, и я очень привыкла к дереву, которое стоит перед окном, и мне будет очень грустно и пусто без него. Но на нем уже не растут, к сожалению, листья, поэтому я хочу обмотать это дерево гирляндой росой на солнечных батареях. По-моему, это будет очень красивая инсталляция, очень естественная и природная, можно сказать. Помимо этого дерева, которое стоит перед моим кухонным окном, есть еще другие сухие деревья, которые мне не хочется спиливать в своем саду, даже несмотря на то, что они уже совсем мертвые и на них нет листьев. Вот их я тоже хочу обмотать гирляндой росой на солнечных батареях. Мне кажется, если все такие сухие деревья так украсить, будет очень атмосферно смотреться. Однако я еще пока не придумала, как мне реализовать эту идею, потому что, во-первых, это занятие очень тяжелое, очень муторно наматывать на каждую веточку тонюсенькую проволоку, да еще на очень высокой высоте, если дерево высокое, нужна будет лестница, нужны будут помощники. В общем, я задумалась, как эту идею мне воплотить в жизнь. Потому что вот здесь, например, я на маленький кустик наматываю вот эту вот гирлянду, и, если честно, я просто замучилась. Во-первых, облепиха очень колючая, даже в перчатках я исколола все руки. Во-вторых, я изрядно подзамерзла, пока наматывала. Пришлось бегать в дом, отогреваться чаем периодически. Ну и, как видите, даже такой небольшой кустик у меня занял достаточно много времени. Ушел где-то час, наверное, на обмотку, и то я не всю обмотала.
оставила немножко гирлянды про запас. Будет время и силы, я продолжу эту работу. Ну а пока у меня вот что получилось. Смотрите. Иду смотреть результаты своей работы. Вот у меня столбики украшены гирляндой на солнечной батарее. Вот, смотрите, какая красота получилась. Облепиха. 3 раза бегала в дом, чтобы погреться чаем, потому что было очень холодно ее. И очень тяжело ее наматывать. Вот такая у меня нарядная облепиха теперь вместо елки. Как она смотрится с этой стороны, покажу. Со стороны крыльца, чтобы там фонарь не загорался. По-моему, здорово. Сейчас приближу. Вау. Я переживала еще, когда ее наматывала, что где-нибудь перетяну ее, перегну, и она испортится и не будет светить. Но нет, все нормально. Сейчас, знаете, сумерки и не особо красиво, наверное, может быть, не знаю. Не так темно и, может быть, не очень эффектно смотрится, но все равно. А вот это, кстати, солнечная батарея. Я положила специально на ветки, чтобы она солнце ловила. Сверху его больше видно. Вот, и посмотрите, какая лапота у меня теперь. Можно, конечно, было бы еще покрутить на другие веточки, но у меня просто уже ни терпения, ничего не хватило. Шея болела, одной рукой было тяжело наматывать ее. Одной держать, одной наматывать. Вот, ну, возможно, у меня там мама с племянником еще приедут, я ее побольше намотаю. Вот эти вот клубочки, которые еще остались, я ее на другие ветки намотаю еще. Вот так вот. Волшебство. А вот, кстати, здесь видно грушу перед моим окном, которую я спиливать совсем не хочу, но она сухая. Видите, смотрится достаточно красиво, если ее обмотать гирляндами. Мне кажется, будет классный фонарь для моего сада. Ну а пока я буду наслаждаться кустиком облепихи. Это мой пилотный проект. Друзья, сегодня крещение. Я снимаю это видео 19 числа, 19 января. Затопила баньку. Вон там уже из нее валит дымок. Правда, на фоне белого неба его не совсем видно. Но тем не менее. В общем, купели у нас тут нету. Буду обтираться снегом после бани. Я думаю, что это тоже сойдет вполне. И даже сейчас покажу, как разгорелся огонь у меня в печке уже. Сейчас посмотрим. Кстати, венички вот с лета запасла. Буду заваривать сегодня крапиву, ромашечку, зверобойчик. Это береза. Сейчас вот покажу, как у меня разгорелся огонь. Вот красота. Нет ничего лучше живого огня, да? Не представляете, какой запах стоит. Это вот сухие деревья, спиленные в моем саду. Старые яблони, груши, они невероятный аромат дают. В бане пахнет невероятно вкусно после них. Очень вкусно. Вот так вот он разгорелся. Ух, небо голубое проглядывает. Птички уже по-весеннему чирикают. А я решила босиком встать в снег. Сейчас попробую. Получится или нет. Ой, как жжется. Ух. Так, вторая нога должна еще попробовать. Сейчас. Ой, блин, как ноги прям сводит. Нет. Все. Вот мои следы
дань крещенским праздникам. Следы мои в сугробе. Теперь надо валенки одеть скорее. О, боже, как жжется. Так, одну и вторую. Так, и вторую. И вторую засовываем. Берем полотенце и бежим в баню греться. Банька. Ух ты. Похоже, у меня по крыше на бане кто-то лазил. Смотрите. Наверное, это кто-то из кошек. След оставили. Так интересно. Кстати, пока я топила баню, немножко похолодало, налетели тучи и полетел красивый снег. Такими большими-большими хлопьями. Прям целая метель. Очень красиво. Белый, белый снег за твоим окном. Белой стала эта ночь. Вдруг без лишних слов закружила все метель, замела пути. Белый, белый, белый снег ляжет как мотив. С каждым годом все быстрей мимо нас часы летят, и чего-то не вернуть назад. Начинается с нуля этот новый календарь, просто с чистого листа.